Доброе утро, друзья. Что значит турбонаддув? В общем, накаркало таки вчера. Только я, ребята, такой, знаете, какой-то вчера такой уставший был. И только я прилег где-то, думаю, я с собой иголочки такие взял, полежать немножко на иголках на спине. Слышу по дороге, вот по той, которую я показывал, тарантайка, что-то гремит. Я вылажу, местные приехали, вот, какая-то шестерка убитая. Но меня немножко успокоило сначала то, что там была такая бабища с 3 детьми. Вот, и прицеп такой самодельный. И они этим прицепом, сейчас я закину дров немножко. В общем, они этим прицепом через реку с той стороны перевезли. Надо было перевести мотоцикл, потому что в круговую типа далеко. Ну, понятно, вопросы, что, откуда. Смотрю этого водилы, он такой где-то моих лет. Вот, наколки тут на руках, на костях. Ну, все, говорит нормально. Но я так немножко напрягся, конечно, сначала. Ну, смотрю, дети бегают, я их конфетами угостил. Так вроде нормально, поговорили, знаете, вроде смотрю, как бы ничего страшного нету. Но, тем не менее, они тут тусовались. Потом они забыли крышку от генератора мотоцикла, поплыли на ту сторону. Потом один из них тут щучку поймал, они это обсуждали. Потом они тут 100 грамм выпали. В общем, ребята, они отсюда уехали где-то, наверное, ближе к 9 часам вечера. То есть они тут торчали 2,5 часа. Ну, конечно, испортили мне весь вечер, потому что приходилось что-то отвечать, что-то рассказывать. Контингент из разряда мат через мат, дети бегают, это все нормально. Вот такое. Ну, ночь прошла спокойно, все хорошо. Что еще должен сказать? Ребята, ночью, вот, честно, сегодня я как-то капитально замерз. Сейчас вышло солнце, на небе не облачко. Я думаю, что где-то через 2 часа тут будет жара. Но ночью мне пришлось встать и одеваться. Не знаю почему. Может, субъективное ощущение. Может, все-таки потому что Десна совсем рядом. Было откровенно холодно. Ну ладно, это нас не остановит. Жизнь продолжается. Варим рисовую кашку, собираемся и идем дальше. Ну что, ребят, двигаем дальше. Все собрано, как-то вещей у меня становится меньше и меньше. Может, действительно, да не может, а действительно, я погорячился, взял слишком много еды опять, хотя уменьшил порции, но все равно, ну не то что порции, а уменьшил, а все равно, видимо, все-таки многовато. Надо брать максимум на 10 дней и нормально сделать расчет по приезду. Вот, чтобы попытаться вместить так, чтобы одевался фартук. Проблема в том, что если сейчас пойдет дождь, то фартук я не одену. Ну все, то есть или вычерпываю эту воду, или приставая к берегу, пережидая. А если дождь будет долго, там 3 дня, 2 дня, ну тогда у меня начинаются проблемы. Вот, ну небо безоблачное, вы видите. Вообще нету ничего. Вчера немножко я нател мозоль на одну из рук. И сегодня вот специально взял велоперчатки. Мозоль не сильный, только начинается. Хотя менял хват и все, но тем не менее чуть-чуть получилось. Вот сегодня я попробую велоперчатки свои анрайдовские. Не знаю как, будет ли удобно держать весло. Попробую грести в перчатках. Посмотрим, что с этого получится. Снять всегда можно, правда. Что, ребят, хочу рассказать вам с самого раннего утра. Ну, в общем, место я выбрал
для ночевки очень так себе. Вот я вам рассказывал, что местные вчера приехали, и вот он говорит, что поселок сейчас тут полная жопа. Начал вот мне рассказывать. Говорит, было 200 дворов, там осталось 40 дворов. Вот. Большинство людей с утра чарку ищут, потому что типа заняться нечем. У него шестерка, ну такой мужик, из обычных, знаете. Шестерка имеется в виду машина. И вот он на шостку гоняет, типа таксует 600 гривен. Говорит, 300 гривен на горючее, 300 на карман. Ну, разве это заработок? Вот. На джондирах, они называют джондиры. Местные джондиры. Переначали. И такой явно выраженный, знаете, белорусский акцент. То есть, видимо, семья с Беларуси здесь живет вот это. И знаете, что меня поразило? Вот такое падение нравов. Взрослый мужик, муж с женой, жена, 3 детей. Жена такая размером с мою байдарку, типаж, курит, вот, мат-перемат, ну и он тоже мат-перемат, все, он такой, как я, стройный примерно. Просто вот, чтобы вы понимали, кто приехал. Ну, все, я говорю, я не помешаю. Не, все нормально. Мы тут, они мотоцикл перевозили. Я говорил уже вот в прошлом выпуске. И сели они 100 грамм выпить. Ну, блин, как же без этого, знаете. И вот травят байку, а у меня ж палатка буквально в 10 метрах. Ну, я отошел, потому что я сразу выпал из их дружной компании. Ну, что, куда, я рассказал. Это, ой... Вот это одному, это вообще только время, деньги на ветер, и не поговорить, ничего такая. Ну, я не стал ничего говорить, улыбнулся. Ну, думаю, блин, с такими людьми как-то даже спорить не хочется ни о чем. И вот они мне рассказывают между собой и травят историю. А история у них очень интересная. История такая. Как один его знакомый пытался устроиться водителем КамАЗа. Ну, что-то такое. Может, детали я упустил, но смысл в чем? Какая-то большегрузная техника, то ли вот эти джондиры, как они говорят, то ли еще что-то. А прав у него не было. И вот, что делать, типа, как-то там были проблемы со сдачей прав, я не уяснил. Ну, суть такая. В общем, сидят они, бухают как-то где-то в общаге. И, говорит, там парень был, афганец, кстати. И он что-то, то ли вышел, то ли еще что-то. Что делает вот этот его знакомый? Он за эти права ворует права и ходу. Убежал. Потом, говорит, пришел, типа, нашел микроскоп, переклеил фотографию, аккуратненько все сделал. И вот с этими правами он устроился. Добрый день. С этими правами он куда-то там устроился. Понятно, кто их будет под микроскопом проверять, с чужими. Ребята, знаете, что меня поразило? Вот сидят, слушают 3 человек, и хоть бы кто-то сказал, ну слушай, ну воровать это плохо. То есть это у них сейчас норма, ребята. Все вот эти сказки про сельское целомудрие, про сельскую порядочность, они сейчас, наверное, очень часто действительно сказки. Может, это просто такие люди, знаете, мне попались. Но вот, судя по реакции остальных, что они не возмутились, ничего не сказали. Там типа, слушай, ну, нехорошо как-то. Вот. Ничего. То есть украл права, нормально сделал, типа, о, молодец, хорошо выкрутился. Все здорово. Понимаете как? Вот это вот подмена понятий, которая у нас случилась после Красной революции 17 года, когда началась резко отрицательная селекция населения. В России это вообще приняло практически масштабы страны. У нас это в Украине, ну я думаю, где-то процентов на 50 уродов моральных, вот таких типа, которые вот, ну, взял, украл права, тут же с тобой пьет, тут же с тобой украл права. И это считается у него типа, вау, классный пацан. Это все очень грустно, и я, когда они уехали, я, честно говоря, понакидывал банок, ну, потому что они могли посмотреть, у меня было, правда, все спрятано.
Но они могли посмотреть, что байдарка, а вот у меня в хозяйстве нет байдарки. Ну и, знаете, вроде так и ничего, и 3 деток, а вот шланг. Давай искать этот шланг, чтобы бензин слить, чтобы мотоцикл завести. Шланга нет. То есть, понимаете, в хозяйстве нет шланга. Давай по соседям спрашивать, у кого есть шланг. И вот такая вот ерунда интересная. Я не думаю, что это какое-то исключение. Знаете, скорее это такой типично сейчас сельский, типично образец, ну, жителя, что ли. Вот так вот, я не знаю, как к этому относиться. Ну, точнее, как, я знаю. Мне это резко не нравится. То есть я не считаю абсолютно правильным, что можно украсть чужие права, потом переклеить фотку и с ними дальше работать. Как-то устраивать свою жизнь. У них, видимо, это считается какой-то нормой. Не знаю, ребята. Я думаю, что среди моих подписчиков есть люди, которые вот живут в селах Черниговской губернии, Черниговской области. Ну, было бы очень интересно послушать, исключение ли было вот то, что я услышал, или это правило. Если это правило, это, конечно, очень-очень грустно. Ладно, ребят, хорош и грустно. Посмотрите, какая красота вокруг. Посмотрите, как прекрасна наша Десна. Вот что мне стоило, ребята, что мне стоило. Сейчас возьму вторую камеру, включу. Да и лодка разворачивается. Вот что мне стоило немножко пройти 200 метров дальше, затащить наверх и ночевать в прекрасном месте, где никуда не приезжает. Нет, меня потянуло на более-менее хороший выход. Вот результат. Понимаете, общение с местным населением. Хорошо еще, что все хорошо обошлось, и они ко мне ночью не пришли за моим имуществом. Идеальное утро, идеальная вода, ребята. Тишь да гладь, еще не жарко. Я вот думаю, что где-то 10 часов будет просто такая какая-то сказка деснянская. Когда ты находишься вот в какой-то зачарованной стране. Вот сейчас, знаете, я иду, и я понимаю, что вокруг населенка. Но тут этого не слышно, не видно. И такое впечатление, что я сам среди этой действенной природы. Это так интересно, это так здорово. Наверное, вот ради таких участков это одна из причин. И стоит ходить в походы. Потому что ощущение это просто непередаваемое. Думаю, что в следующий раз, когда я пойду по Десне, я уже знаю, где можно ночевать. Приблизительно буду понимать хотя бы в первом приближении. Сейчас, конечно, что первая, что вторая ночевка у меня была. Ну, первая еще ничего. Это такое. Чисто просто попу где-то примостить вместе с комарами, хоть где попало. А вторая была откровенно плохой. Нет, спал я нормально, но вчерашний вот этот прикол с 2-часовым ожиданием, пока они там шланг найдут, еще что-то найдут, пообщаться захотят, уедут. В результате я уставший, ну, я это называю строить морды. А вот вам знакомо ощущение, когда вы попадаете в какую-то компанию, и вам неохота общаться, вам хочется просто посидеть, и все. А вот к вам начинают приставать с вопросами, и компания обязывает, вам надо что-то улыбаться, что-то рассказывать, что-то поддакивать. Блин, я ненавижу это. Ну как? Это я называю строить морды. Когда ты не хочешь этого делать, а тебе приходится это делать, потому что, ну, человек там, например, выпил, жаждет общения, ему интересно. А ты намахался веслами за целый день, тебе интересно напиться чая, полечить спину, лечь спать. Все. И у вас получается такой когнитивный диссонанс на самом деле. Когда, как говорят, noblesse oblige, да? Положение обязывает. Латинская пословица. Я стараюсь максимально избегать таких ситуаций, когда ты должен
делать то, что тебе делать не хочется, ну, в плане общения, я имею в виду. Ладно, ребята, давайте немножко покажу вам утреннюю десну, а то все ля-ля да ля-ля. Посмотрите, как красиво. Я остановился размять ножки. Интересно, увидел на берегу множество таких вот разбитых мидий пресноводных. И их тут много-много-много. Если пройти вот по берегу, то дальше на отмеле их еще больше. Вот мне... Ой, чуть не упал, подскользнулся, извините. Вот мне интересно, кто это сделал. Чайки? Или, может, туристы их кушают. Вот видите, такая раскрытая створка. И тут буквально такими мидиями вот усеян весь берег. Любопытно, да? Вот мне интересно, кто это мог сделать. Чайки, как вы думаете? Похоже на чаек все-таки, или потому что они разбросаны хаотично по всему берегу. Если бы это люди сделали, то была бы куча какая-то в одном месте. Только что покупался в селе, точнее там, я так понимаю, это какое-то место отдыха местное, село Листоноги. Пляжик такой, и вот за этим пляжиком есть много мест, где можно нормально встать. Вот, это я на будущее. Если за пляж плыть где-то метров 300, то начинаются такие подходы. Берег невысокий, то есть можно легко вытащить байдарку, есть деревья. Ну вот тут мне очень нравится, конечно. И вообще вот на стояночку, на дневочку тут вот просто идеально. Но я только начал движение, и становиться, сколько сейчас, 9:50, ну грубо в 10 часов утра на дневку я не хочу. Вот, я так думаю, что, наверное, я сделаю или послезавтра, в зависимости от того, как я хочу найти какое-то хорошее место для стоянки. В зависимости от этого. Ну вот тут можно это делать. Там дальше машины, но они такие, то есть это не местные, семьями, палатки стоят, то есть более-менее, я так думаю, нормально. По крайней мере, намного лучше того, где я ночевал этой ночью. Ну а наш путь продолжается. Меня спрашивают, почему один. Да потому что одному классно, ребята. Потому что одному мне классно. Ну, в хорошей компании тоже хорошо. Давайте так. Уж я не совсем бирюк. Просто, наверное, с возрастом начинаешь ценить свой какой-то душевный комфорт. Я это называю состояние дзена. И когда тебе состояние дзена кто-то сбивает по какой-то причине, ну, мне это не нравится. Я сюда пришел за этим. Я хочу запомнить плеск волн, шлепание, вот это шлеп-шлеп, да, медитативное. Я хочу запомнить каждое мгновение вот этого кайфа, который я сейчас ловлю. Я его сейчас реально ловлю, ребята. Особенно было хорошо вот час назад, когда не было жарко. Сейчас уже немножко начинает припекать от наших деснянских красот. Вот. И поэтому одиночные походы, они, ну, имеют место быть.
Недаром вот, ну, велосипедисты, тот же Верин, Рогозин, русский латвиец и так далее. Они всегда ездят в одиночку. Конечно, их поддерживают и финансово, и один, и второй. Они заслужили, в общем-то, свой титул. И это просто молодцы, ребята. Мне ментально ближе, конечно, Верин. Вот. Рогозин Валерий с его тяготением к русскому миру мне немножко чушь, хотя он родом из-под Житомира. Ну, так вот, видите, интересно, как получилось. А я хочу сейчас переплыть Десну. И вот, знаете, мне очень нравится идти под высокими берегами. Во-первых, когда там нависают так деревья, там какие-то живописные корни. Потом там часто очень тенек, даже сейчас тенек есть. И вот просто медленно идти вдоль этих берегов, вдоль высоких берегов. Пусть это будет даже дальше, но намного интереснее, чем вот, например, если сейчас видно вот тот ивняк, который справа. Сейчас вот я попробую развернуть камеру, вам показать. Правда, мы сейчас в тенек зайдем и медленно будем идти. Смотрите, как классно. А еще если попадется какое-то дерево, знаете, такое упавшее, живописное, ну вообще шикарно. Плюс тенечек сейчас, а уже начинает становиться жарковато. Так медленно подгребаешь. Вот тут вообще реально, ребята, встать на стояночку просто бомба. Ну, можно вынести и байдарку, разгрузить можно, но и очень неудобно это делать. А вообще, конечно, идеальное место. Вот с левой стороны явно натоптанное. Но не думаю, что сюда люди, скорее всего, это отдыхающие. Вот сюда, да, вот тут можно было потихоньку разгрузить байдарку, потом ее занести сюда, и вот тут идеально встать. Просто супер. Ты медленно плывешь, никуда не спешишь. Здорово, правда, ребят? А вот такие вот красивые виды можно под деревом проплыть. И представить себе что-то где-то как-то. По-моему, красиво. Время 17:20, я уже встал лагерем. Как-то, знаете, начала немного голова болеть, плюс чувствую, что я как-то подустал. Наверное, скорее всего, идет акклиматизация, хоть деснянская, но тем не менее она есть все равно. Когда после города вот выйдешь, как правило, 3-й, 4-й день начинается. Бывают скачки температуры, иногда там слабость какая-то. В целом все хорошо, но я предпочел встать пораньше, чтобы спокойно помыться, спокойно отдохнуть. Интересно очень, ребят, наблюдение. Давайте я вам сейчас покажу лагерь, а потом расскажу про наблюдение. Байдарка справа. Значит, тут у меня столик мой стоит. Очень он меня выручает. Стульчик мой. Вот. Там у меня костровые вещи. Еще не убрал. И сумочки кормовые, носовые. Сзади получается у меня лес. И я, видите, загородил, чтобы не ездили, повесил сушиться туда свою рубашку. Вот, чтобы не приехали ни машины и нагло сюда не приперлись, потому что все возможно. А дальше вот такой лес. Хочу вам еще показать. Вот я вышел. Посмотрите. Вот там
Мне вот нравится та просека, посмотрите, как интересно. Вот мне кажется, что-то такое есть, да? Еще свет так падает. Особенно с левой стороны деревья так стоят, интересно. Живописно, я бы сказал. Прошел я Новгород-Северский сегодня. Вокруг. Сам город стоит на холме. Понятное дело, в него я не попал. Ребята, извините, что практически не выхожу на связь. С интернетом одна большая Ж, которая из двух половинок. Вы все поняли. Не у меня с интернетом, а с интернетом здесь. С украинским интернетом. У меня Life и МТС. Не ловит ни хрена, извините за мой французский. Только МТС вот в Новгород-Северском немножко поймал. И я смог отправить хотя бы одно сообщение. Даже в селах я специально останавливался, 0. То есть, наверное, уже ближе к Киеву, когда будет, тогда уже более-менее возле реки что-то где-то как-то начнет появляться. Байдарка ведет себя великолепно, то есть все четко, у меня к ней вообще никаких нареканий. Все замечательно, все отлично. Идти на ней одно удовольствие. Ну, правда вам скажу, вот знаете, как для меня просто идеально сделано. Я в ней уже обжился. И скоро, наверное, тентик поставлю, буду на ходу даже спать. Но, конечно, в следующий раз я буду более тщательно, я уже говорил об этом, еще раз повторюсь, более тщательно паковать вещи, чтобы вот этого горба не было сверху. Ну, а если он все-таки будет, значит, придется колхозить какой-то самодельный не тент, а фартук, только он будет не жесткий, как родной, а мягкий. Ну, хотя бы так, знаете, чтобы он вот этот горб сзади тоже закрывал и спереди, и чтобы я мог, допустим, идти в какой-то сильный дождь, если на это будет необходимость. Вот такой пейзаж у меня напротив. Наша красавица Десна. А в ту сторону такой живописный холмик идет. Я хочу завтра утром туда слетать на коптере, посмотреть, что там. Должно быть красиво. Ну и хотел сказать, ребят, про наблюдение. Вот как наблюдение. Да, наблюдение. Наблюдение какого плана? Я сегодня вот место для стоянки, точнее, я даже искал не место для стоянки, а, наверное, уже место для какой-то дневки. Потому что хотелось просто постоять вдумчиво. Ну, понятное дело, что хотелось это сделать в каком-то красивом месте. Да, ребят, красивые места были. Но весь вопрос в том, что перегруз байдарки не дает мне практически выбрать красивое место. Вот то место, на котором я нахожусь, оно мне, ну, не сильно нравится. Во-первых, сзади идет фоновый грохот какой-то, ну, не знаю, там какое-то предприятие. И вот, знаете, как будто такой постоянно работающий бульдозер, ну, надеюсь, он в 6 часов прекратит работу. Оно слышно, не слышно, может там карьер, не знаю. Но это, честно говоря, крепко достает. Во-вторых, вот как только я выбираю место, которое я хочу, то есть на возвышенности, одновременно, чтобы и дерево было укрыться, и вид красивый, я понимаю, что я туда просто со своим перегрузом никак не заберусь. Потому что, как правило, такие места находятся вдоль берега, который глубокий. То есть там, где обрыв, высокий обрыв 2 метра, допустим, протоптана тропка или вырублены ступеньки, там сразу идет глубина. И вот, понимаете, я столкнулся с тем, что я не могу толком разгрузить байдарку, потому что возле берега, ну, там сразу идет глубина практически, ну, сантиметров 15. А мне нужен упор, чтобы достать, допустим, кормовые тяжелые сумки и носовые. А вот и все. Я попробовал, чуть не перевернулся, плюнул на это дело. И решил, что, наверное, знаете, пусть я буду пока становиться вот в таких местах, которые, ну, для ночевки нормально, вроде бы, более-менее. Для дневки места никакое, прямо скажем. Глинистый берег грязный. Я хочу песочек. Вот. Хотя бы полупесочек. Ну, вот так, понимаете. А вдвоем, когда идешь, это не так критично. Потому что один держит байду, второй в это время вытаскивает какие-то тяжелые вещи. А когда ты сам, это превращается в определенную проблему. Это еще один минус, ребята, перегруза.
байдарки. И я надеюсь, что пока я буду идти там дней за 10, я все это подъем, все тяжелое. И уже у меня немножко веса будет поменьше. Ну, уже его поменьше, кстати. Ушло уже воды примерно литров 15. У меня одна баклажка осталась там. Еще кое-чего все-таки за 3 дня. То есть понятно, что воды там я выпил полбутылки тоже. Минеральная, она тяжелая достаточно. Но вот такое вот интересное, ребята, наблюдение. То есть все-таки надо очень внимательно в одиночном походе относиться к грузу. Я уже не говорю о том, что даже если не на дневку, а даже если просто вот утро-вечер разгрузка, утром погрузка, то ты тупо все это устаешь пихать сначала с байдарки, а потом в байдарку. Вот такие вот дела. Ну, я сам виноват, поэтому не выкидывать же еду, понимаете. Уже буду вести, буду хорошо кушать, правильно? Мы же мужики должны хорошо кушать. Короче, как-то так. Вот. Вообще, приходит потихоньку, ребята, осознание. Осознание, что вот этот мой поход от границы до столицы, это только начало. Это начало жизни 60 Forever Young. Это начало моих путешествий, которые мне дались достаточно тяжело для того, чтобы смочь спокойно ходить. Потому что, как вы понимаете, путешествия требуют денег. Спонсоров у меня на данный момент нет. Вот. И все, что я вот сейчас делаю, я это делаю за свои деньги и с помощью хороших моих друзей. Андрюха, если ты смотришь мой канал, огромное тебе спасибо, знаешь, что я тебе очень благодарен. В скобках Андрей, это мой друг, который забросил меня сюда, вот, на своей машине в Гремич на сплав. Все-таки, да, люди, это очень важно, и, конечно, если мне те люди, которые мне помогали просто по-дружески и так далее, мои родственники в том числе, то я, наверное, не знаю, смог бы ли это все сделать. Но, тем не менее, делается это все за свои деньги, поэтому я надеюсь, что видео об этих путешествиях вам понравится. Знаете, еще есть такой момент, вот, немножко монолог у меня такой получился. Хотел про одно рассказать, знаете, зацепился про другое. Вопрос в том, что Десна, она не одинаковая, но тождественная, да, тождественная. То есть это повороты, это в принципе примерно одинаковые деревья, плюс-минус. Мой глаз, допустим, разницу видит, и я как-то касался в предыдущем своем рассказе, что для меня она разная. Но снимать все время вот бесконечно все путешествие, вот эти повороты, но я думаю, уважаемые зрители, что вам будет, вы заскучаете на 3-й секунде. Я буду снимать какие-то самые, наверное, интересные моменты, самые красивые моменты. Пусть мое видео о путешествии, пусть оно там не будет, знаете, 1-й день, 2-й день, пусть оно будет там одно видео, я в него вмещу 3-4 дня. Но все-таки мне хочется вам показать красоту украинской Десны, украинской ее части. И, в общем-то, хочется показать своим примером, что даже в одиночку в 57, мне 57, ее пройти даже с грузом совершенно реально. Да, конечно, мне не очень легко на самом деле, но я даже этому рад, ребята. Я рад, что мои мышцы работают. Я рад, что у меня организм работает, он двигается, шестеренки в нем крутятся, понимаете. Счищается какой-то налет ржавчины за то время, когда я не ходил, допустим, в походы, в такие вот походы. А я в такого рода походы не ходил уже давно, просто последние 8 лет, вы знаете, я занимался пейзажной видеографией. Это несколько другое, это тоже природа, это тоже движение, но это не такой вот поход. А теперь прикиньте, сколько всего интересного, даже велосипед, даже вот байдарочный поход, например, от столицы до Черного моря по Днепру спуститься. Вау, это класс. Ладно, видите, заговорился опять. Я прошу меня простить, просто мысли обуревают, и мне хочется вот донести все это дело до вас.
Поэтому я буду снимать, ну, наиболее какие-то моменты, которые интересны с моей точки зрения. А уже понравится или нет, ну, уже судить.